Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что вы со мной, за подписки, за лайки, за комментарии. Благодарю вас. Смотрим, девочки, внимательно слушаем, думаем, помним, что вне зависимости от кого бы то ни было, чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, любим себя, ищем себя, никогда не сдаемся. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада, собственно, у нас сегодня расклад без темы. Что хотят вам передать высшие силы? Что, может быть, вам необходимо узнать? Расклад без вопросов. Посмотрим, что придет, кто придет, какая информация к нам придет. Так, для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, жадина. Копите на что-то, пытаетесь накопить. Может быть, на ремонт в доме, а может быть, на домик на Лазурном побережье, да? Уже не знаю. Так, дальше уже не так весело. Угу. Так, о чем это? Ух ты, ё-моё. Семен Семенович, о чем это? Так, смотрите, карты какие вышли. Первая карта у меня вышла, карта жадины. Человек, который, может, не в прямом смысле он скупердяй, да, а в моменте. Кто-то пытается сэкономить, на что-то копит, опять-таки. Но очень часто у меня проигрывается эта карта на человека, который старается свои эмоции, энергию лишний раз не расплескивать. Для себя любимого придержать, попридержать, так как, может быть, осознает уже, что эта энергия, она конечна, не безразмерно, то есть и в принципе ресурсы имеют свойство быстро заканчиваться. Может быть, раньше там были совсем не жадиной, а сейчас вот почему-то тут такой, как будто бы человек, который ресурсы свои старается держать при себе. Отчасти можно это прочесть так: дом, может быть, взаимоотношения с домашними. Тут карта разбитого сердца. И дальше своеобразные такие карты. Эта карта читается «Окно в иной мир». То есть попытки, может быть, узнать, разобраться, почему, что привело к тому, что где-то разбились иллюзии, мечты, надежды какие-то, да. Где-то, может быть, даже это попытки там, не знаю, увлекаетесь то ли вы психологией, эзотерикой, посмотреть на ситуацию под другим углом. Не так, как обычно вы воспринимаете, может быть, людей, события. Попытки вот заглянуть как будто бы вот в другую реальность. Другими словами, очень бы хотелось изменить сценарий жизни. Вот как-то так. Может быть, поэтому ищите подсказки. Повторюсь опять-таки, эзотерика, психология, те же расклады. Почему-то вот тут вот эта карта, вот эти карты тяжелые на самом деле, сейчас буду докладывать. Эта карта, видите, она сродни карте в классике повешенный утопленник, тут она так читается, и карта ядовито-токсична. Может быть, стараетесь найти подсказки, как выйти из каких-то патовых ситуаций, тяжелых. Ситуации, в которые, правда, вам ваше сердечко разбивают, и вы, может быть, стандартно, обыкновенно, вы не видите разрешения этих каких-то ситуаций. Как будто бы, может быть, как котеночек даже, да, маленький, слепой, тычетесь туда, там, так попробовали изменить ход вашей жизни. Так, может быть, принимайте какие-то попытки. Но почему-то вот эти карты, они мне говорят, что как-то все... Не хочу тут говорить какие-то слова не очень хорошие, но как будто бы вот все как полоса какая-то. Так, в чем это? Вот вышла у меня карта княгиня, хочет карта мостик, дорогу сделать. Княгиня хочет, так мне так прям на языке чешется, соответствующий ей образ жизни. Тут не зря такой подтекст, материалка в том числе. Видите, тут женщина одета дорого-богато.
бархат шелка, тут корона какая-то еще на голове, какая-то мебель, в общем, уже не знаю, резная, тут чуть ли не слоновая кость, инкрустировано все золотом, серебром. Ну, вы поняли, девочки, тут почему-то вот такое говорите, я хочу другой жизни. Но это я не буду прям упираться, все сводить к материалке. Но не последнее место, как будто в этом списке, занимает улучшение вашего материального положения, состояния. И княгиня, как правило, не одна проигрывается. Есть мужчина, который, хотел сказать, за все платит. Ладно, шутка. Нет, девочки, достойный ее мужчина, княгиня, ну, князь, хотел сказать, графиня, где же ваш графин, да, княгиня, граф. Ладно, что-то у меня сегодня такое настроение. Так, девочки, ну, в любом случае, как будто бы вы ищете пути выхода из какой-то ситуации, которая, ну, не очень как-то так все складывается, и уже, мне кажется, длительное время. Так, жадина, это о чем у вас? Ух ты, как красиво. Смотрите, жадина на вас спросила, это о чем? О том, что карта лилия. Лилия и карта очищения. Лилия — это чистота помыслов, намерений. Это идет характеристика вас. Женщины, которая, скорее всего, предпочла бы жить в каком-то обществе, общаться с людьми в обществе, да, и, соответственно, устраивать какие-то отношения экологичные, там, где нет манипуляций, предательства, каких-то многоходовочек. Лилия, чистота, где-то ваша наивность. Так вот вы такая были, такая, скорее всего, и есть. Но вот эта карта жадины, девочка, в данном случае вы, которая сейчас экономит, при себе держит этот ресурс, то у вас проходит процесс очищения. Скорее всего, вы для себя уже осознали, что нельзя быть вот такой открытой, чистой, доверчивой со всеми. Очень много людей, которые стараются использовать, как минимум обесценивают эти ваши качества, воспринимают добро, допустим, как слабость, прямолинейность где-то в чем-то, как, ну, не знаю, неумение приспосабливаться. Ну, не будем дальше эту тему развивать. Ну, это как будто ваши характеристики вот такие. Вот такая у меня сигнификация на вас вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, расклад без вопроса. Что вам хотят передать карты? Высшие силы, да, через карты. Расклад без вопроса. Именно вам нужно что-то узнать, услышать. Буду, девочки, еще докладывать. Сейчас основные выложу. Уточнять. Так, переворачиваем. Что вам нужно услышать, да? Что вам хотят передать? Расклад без вопросов. Ух ты, как интересно. Карта с магической колоды, написано зелье и перекресток. Это, кстати, тоже с магической. И интересно, на каком-то вы перекрестке стоите. Перекрестке судеб. А вот эта карта сочетания прям можно считать, знаете, как будто бы у вас какой-то сейчас период такой, где вы прям хотела нагнать на вас. Это не страха, ладно. Ну, критичный момент. Наверное, как перекрестки судеб. Своей судьбы. Может, с кем-то ваша судьба, как раз вот вы пересекаетесь. Это скорее, как, знаете, в нашей жизни есть события, которые мы можем их избежать, и они особо, и даже если происходит, не особо накладывают отпечаток на, ну, нашу дальнейшую жизнь. Это, ну, например, вы собрались пойти в магазин, да, сходили за продуктами, и вот вы смотрите, стоите и смотрите, вот мороженка, купить мне его, не купить. Ну, с одной стороны, да, купите,
лишние калории, а с другой стороны, ну ничего, потом пару этих пробежек вокруг этого магазинчика, и вы их сбросите. Да, эти калории. Но и к тому же, купите вы это, приобретете в мороженое или нет, как правило, ну, редко это прям в моменте играет в будущем решающую какую-то роль в вашей жизни. А есть какие-то события, которые, ну, полностью формируют нашу дальнейшую жизнь. Так вот, тут сочетание, как будто бы сейчас в вашей жизни происходят какие-то такие события, которые, может быть, даже вы не даете отчета, но это формирует вашу дальнейшую прям жизнь. Может быть, какое-то новое там вы планируете, род деятельности новый, да, занятия какие-то. Ну, тут что-то такое. Это почему-то тут все в сочетании, вот так вот это можно прочесть, а тут мостик, это, то есть ваши какие-то планы, которые вы строите, может быть, там уже конкретно разбираете, может, даже не один. Сейчас, девочки. Ой-ё, а я еще только думаю, да что ж тут такое? Гора, луна, магия. Девочки, тут как будто бы... Я не люблю такие прям фразы бросать. Вообще не люблю. Если вы смотрите мои расклады, очень редко об этом говорю. Но тут конкретно, тут магическое воздействие, девочки. Препятствия какие-то по луне. Тут кто-то вам старается палки в колеса вставить. Причем, как будто бы ваши планы, которые вы себе напридумывали, тут вовсю разукрасили их. А вас как в клетку сажают, вам как преграды какие-то ставят. И это уже как будто бы носит хронический характер у кого-то. Ну, зелье. Кто-то варит и на перекрестке тут старается. При этом это может человек быть вашим, ну, а-ля другом. Понятно, что это не в прямом смысле друг. Но он себя так позиционирует, показывает. Вы его так воспринимаете, как друг. Вот, манипуляция. Человек привык манипулировать, играть. Человек привык свои какие-то там закрывать потребности отчасти за счет вас. Может быть, вы выгодны, ну, в прямом смысле, как ресурс. Ну, не знаю, ваше присутствие, ваша энергетика, ваше общение, ваши советы, еще манипуляции какие-то. Тут капец, тут картина маслом. При этом карта идол. Сейчас я доложу, это вы его, этого человека, считаете идолом. Тут, друзья, вы, может быть, ну, с этим человеком даже считаете его другом или подругой, да? Ну, вот смотрите, препятствия, луна, магия. Тут карта. Это тоже говорит. Это как будто бы желание вашу жизнь, ну, подпортить, это мягко сказать. Как будто бы заставить, чтобы ваши все планы пошли так прахом, все пошло. Вы, может быть, общаетесь даже с этим человеком. Этот человек, вы там обсуждаете, вы посвящаете его даже. Тут 100% вы можете посвящать этого человека в свои какие-то задумки, планы. И вот вы можете там думать, вот все классно, должно все случиться, сложиться. А хоп, раз не складывается. Это какие-то причины какие-то могут быть такие, мягко говоря, несерьезные. Раз, два, три. Тут как фатально. Вот, как вот, ну, я не хочу эти фразы бросать, там, как вам подмена чего-то. Хотят как, ну, не буду говорить, ладно, судьбу поменять. Нет. Ну, тут не это. Тут, в принципе, как будто бы вот сбить вас. Вот эти вот планы, чтобы вообще не реализовывались. Клетка, манипуляция, ограничения. Человек не хочет. Если у вас какой-то период такой идет, продолжается, не очень благоприятный, вы так считываете и думаете, да когда же это все закончится, да уже ж по идее должно заканчиваться. А вот человек говорит, нифига, я не хочу, чтобы у него это заканчивалось, наоборот. Так, идол, это единственная карта, не могу понять, манипуляция, идол. И собака, друг все-таки. Так, этот человек, причем тут идол, идеально. Вы считаете этого человека идеальным? Да нет, вы, скорее всего, этого человека уже знаете и считаете очень эгоистичным. Ну, так подруга может быть какая-то. Ну, или знаете, как бывает там в детстве, в юности, ну, нас сводит судьба, да, и часто детки являются как зеркало отражения, ну, своих родителей, семей. То есть могут быть и дети там в школе, даже в садике, они вместе там общаются, дружат. На самом деле они могут быть настолько разные, абсолютно разные. А потом уже в более взрослом
там в возрасте, наверное, как будто бы ну, там расходятся, у каждого свои там, опять-таки, приоритеты свои какие-то, в жизни даже желания, ценности. А в юности нас сводят и там общие какие-то увлечения, забавы и обучение, и это может нас как сплотить, да. А тут вот как будто бы это тоже из той же серии. Вы можете, это, допустим, какая-то подружка, так называемая, там, с юности, допустим, да, или в принципе, как будто вы могли там спонтанно где-то пересечься, познакомиться. Вы почему-то, думаю, на эту женщину смотрите их высшее я. Это она, вы понимаете, что она очень эгоистична, любит себя, может, любит себя баловать, ну, себя на первое место ставит. Я не говорю, это плохо или хорошо, но вот такое у меня вышло. Высшее я. Тут женщина в короне, в парче какой-то золотой, смотрит на себя в зеркало, любуется. Так, причем тут идол. Тут так интересно. Смотрите, вообще-то женщина привыкла, как будто вот, знаете, прятаться. Вы на самом деле ее совершенно не знаете. Она показывает, когда ей удобно, одну какую-то сторону то ли своей жизни, одни какие-то проявления, потом другие. То есть она как, остается вот как черная кошка в черной комнате. Ну, такая. Ну, манипуляции у меня вышли. То есть, в принципе, она может манипулировать, управлять. Так, извините, у меня тут какие-то технические проблемы. Так, вот все-таки идол пытаюсь понять. И тут скорее идол не в том плане, что я хотела так приземленно. Она идол для вас. Нет, она для вас женщина, которая себя любит. Может быть, даже вы на нее смотрите и думаете, вот тут карта метафорическая написана идол. То есть вы, может, на нее смотрите и думаете, вот так надо себя любить. Или добавлять вот этой любви хотя бы по капельке, вот смотря на нее, брать пример в чем-то. Вот я так думаю, у кого-то так может быть. И вы думаете, там, ну, она ничего не теряет от того, что она себя так любит, она только приобретает. У кого-то это так может проиграться, да. Я опять-таки повторяюсь, всегда можно научиться, научиться у любого человека, у вашего врага, условно, да, у вашего там конкурента. Я думаю, умный человек всегда найдет чему научиться подметить в другом. Ладно, это я о чем? О том, что идол в данном раскладе, я спрашиваю на вас, скорее всего, она не хотела бы, чтобы вы проживали какую-то, знаете, свою идеальную жизнь. То есть, что вы там планируете, да? Вот у каждого из нас есть свои какие-то там мечты, планы. Некоторые идут к ним прям. А тут прям какие-то, вот тут, я не знаю, допустим, вы намечтали себе, хотите вы приобрести какой-то бизнес, да, уж не знаю, там, цветочный, не знаю, магазин цветов, допустим, да. И вот она знает об этом, и вот вы там рассказываете с таком воодушевлением, и она понимает, что вы этим горите. Может, ее это вообще не торкает, ей вообще, ну, по барабану, ей хочется, я уже не знаю, типографию какую-то. А вот вам вы этим говорите. И она просто, она не хочет, чтобы у вас вот так все складывалось идеально, как вы этого хотите. Отчасти ей бы очень не хотелось, чтобы вы тут реализовались по карте САД в социуме. Чтобы в социуме ваша вот эта идеальная жизнь какая-то такая, то, о чем вы мечтаете, чего хотите, может быть, когда-то делились этим. Вот она точно этого не хочет. Вот такая информация сегодня пришла. Очень странная. Так. Давайте еще, что спросить-то? Тут магия. Ну, давайте так. Не люблю эту тему, но тут очень много карт, говорящих о том, что или она владеет какими-то такими способностями, да, но тут манипуляция и магия. То есть она может сама по себе быть очень, ну как, продвинутая. Я не говорю, что там НЛП занимается, но у нее тут дар какой-то может быть. Но энергетика сильная, тут тяжелая такая. Тут прям, ну, сами посмотрите, какие карты. Гора — это препятствие. Луна, сами понимаете, туман, неопределенность, всякие не очень хорошие дела по Луне, плюс магия и манипуляции. И тут карта идол. Я не хочу, чтобы ты проживала свою идеальную жизнь. Оставайся в том, что у тебя есть. Тут прям такое неожиданно. Я вообще не подозревала, что такое придет сегодня. Это такой информация. Такая информация будет идти. Ну, не зря мы вопрос не задали и не задали, да? А пришла такая информация. Так,
Не знаю, что еще спросить. Может, что-то хотят вам сказать, передать, какую-то информацию сообщить. Помимо вот этой позитивненькой такой, что хотят вам еще передать. Мгм. Ну, это, конечно, могу прочитать в контексте того, что мы уже уяснили. Вот это, допустим, это если есть подруга ваша, вы могли перестать с ней так прямо в открытую общаться, доверять ей, вы могли перестать ее наполнять ресурсами разного рода, да, ну, реже встречаться, там, меньше внимания уделять, у кого-то материально кто-то перестал, там, ну, не знаю, вкладываться как-то, ну, бывают там, ну, например, девчонки там ходят в кафешки, рестораны иногда, там, кто-то один в основном платит, да, тоже такие ситуации бывают. Я просто пример привожу. Но тут как больше карта жадность, как будто бы ее задело то, что вы как охладели к ней, стараетесь ресурсы свои держать. Тут еще такая информация, вы, может быть, стали меньше рассказывать, разговаривать по поводу своего дома. Видите, рот на замок, замок, по поводу какого-то мужчины. Даже если у вас отношения с этим мужчиной, ну, домашние, не очень какие-то там, ну, не феерично, не супер классно в моменте, ее все равно задевает, так как вы как будто не даете этой информации. Она может пытаться выводить вас, ну, на разговоры. Так странно. Ну, как будто бы ей это интересно. Ей, ну, тут, скорее всего, знаете, желание самоутвердиться, там, вы рассказываете там, или упоминаете, там, допустим, ну, не все ладно в семье, там, не все ладно там, в взаимоотношениях с партнером, с мужчиной. Она может там умные советы дать, ну, самоутвердиться, ну, хотя у нее, может быть, вообще семейной жизни и нет, и мужчины нет, и вообще. Ну, тут вот как-то так, на вашем фоне просто человек хотелось бы почувствовать себя такой более какой-то интересной, ресурсной, удачливой. Так что-то какая-то такая информация идет. И тут как совет вам между строк. Вот смотрите, я прям захотелось вот так вот мне выложить. Карта сова и замок. Ну, вы мудро делаете, правильно. Мне кажется, многие из вас это уже считывают, понимают. Когда вам нужен будет совет, вы его спросите. А так вот, чтобы вы уже сами закрываетесь. И это своего рода тоже вот информация, совет вам, да, вообще с этой женщиной. Да и вообще, наверное, с окружением каким-то. Нужно быть более избирательным и по сове, карта сова, быть мудрой, замок, рот на замочек. Ваши неудачи, какие-то невзгоды, на самом деле, почему-то в данном случае тут кого-то могут очень-очень порадовать, и вряд ли это принесет вам какое-то облегчение. Так, еще чуть-чуть и все. Информация какая-то. А вам информация, смотрите, идите вперед, все, что вы напридумывали, дерзайте. В том числе вам говорят, семья, если в семье какие-то были проблемы, карта клевер, будет шансы. Тоже может быть, если будет общее дело, какое-то общее увлечение, будете чем-то новым там вместе с семьей заниматься, продвигать что-либо. Тут как будто бы, ну, опять-таки, может быть, элементарно, там, какое-то общее хобби. Иногда рыбалка. Выехали, да, грибы пособирали. Уж не знаю, что. Ну, в идеале там кому-то кто-то в театр сходили всем семьей, обсудили. Или в кинофильм просмотрели. То же самое. Ну, и вот такое же приземленное, девочки, выбираю. Не буду же я говорить, что вы там должны ходить, я уже не знаю, куда вы там. Ой, посещать. Что-то мне это... Забыла, как это... там звездное небо рассматривают. Планетарий, вот. Не у всех планетарий под боком. Любоваться звездами. Хотя можно и так вышел, да, вечером или ночью. И любуйся, и обсуждай звезды. Так, ладно, такое лирическое отступление, извините. В общем, давайте еще что-нибудь, одну пару карт вытащу. Ой, так, что хотят еще вам передать?
последнее. Вот такая тоже можно считать информацию. Говорят, карта о том, что вокруг вас лицедейство какое-то происходит. То есть тут в масках люди. Может быть, это конкретно этот друг, подруга. И вас так как будто бы приглашают, вовлекают в этот какой-то танец совместный. То есть, другими словами, тут хитрый лис, и тут у женщины маска одета. То есть вам говорят, если с вами вот так вот хитренько лицедейство, да, то и вы можете эту масочку одеть и разговаривать то ли ни о чем, то ли о погоде, да, то ли там, уже не знаю, хвалебные оды кому-то пить, дабы усыпить бдительность. Ну, не знаю, сколько это вам нужно. Но при всем при этом тоже говорят, карта старейшины, не слишком увлекайтесь в том плане, вы как будто бы можете подумать, что вы этого человека можете переиграть или будете на равных. И в любой момент вы можете пропустить. На самом деле человек токсичный, может очень больно ужалить, ну, предать, ужалить, подставить. Как будто бы не увлекайтесь этим. Но лучше это ресурсы, правда, или на себя, или вкладывайте в отношения с людьми, которые, ну, не такие вот хитро сделанные. Так, хранитель. Ну, в любом случае вас охраняют высшие силы. И для вам это дается. Для чего этот урок? Для того, чтобы что-то незнакомое, новое познать. Может, себя даже в какой-то, уже не знаю, как сказать, ипостаси, да, посмотреть на себя в своем проявлении. Отчасти, может быть, у кому-то тут даже как шанс, попытки, может быть, себя отстоять, может, отпор дать. Ну, карта единства, скорее всего, тут будут считывать, знаете, как это у нас у каждого есть темная, светлая эта и полоса, да, и сторона. Тут, скорее всего, нужно познать самого себя. Тут такое, вот, как будто бы. И вы можете быть разные абсолютно. Для чего-то вам это же нужно с этим человеком в каких-то какой-то танец, как будто бы вы ведете, уже вы в этом вовлечены. Я от этого вас как будто бы чуть-чуть это отговариваю от этого общения. Но у многих получится так, что вы не сможете отказаться от этого общения. То есть на данном этапе вы вовлечены уже в этот вот танец, в это общение, в эти коммуникации. Тут как будто бы нужно, хочешь не хочешь, придется где-то отстаивать себя, держать эти ресурсы, быть начеку. Как-то так, девочки. Вот такая мне сегодня информация пришла. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.